Всем привет! Харьков – это не просто молодежная столица Украины, это город с традициями, нравами и многовековой историей. За все время существования Харькова его архитектура менялась не один раз, причем не всегда в лучшую сторону. Сегодня я предлагаю вам ознакомиться с фотоподборкой «Харьков прошлого» и высказать свое мнение в комментариях под видео, как вам фотоподборка, как вам старый Харьков. Начинаем мы с открытия памятника Каразину. Памятник был спроектирован скульптором Андреа Летти и построен на народные средства, которые собирались всем городом в течение почти 20 лет. Бронзовая фигура Каразина была отлита из меди летом 1904 года и водружена на постамент в 1905 году в середине улицы Сумской на выходе из университетского сада, ныне сад Шевченко. А это старые виды улицы Сумской. По Сумской когда-то бегала конка. На фото первый Харьковский вокзал. А это уже второй Харьковский вокзал, северное крыло. Ресторан для пассажиров первого и второго классов. Стены зала расписаны художником Пестриковым. Вокзал и привокзальная площадь в годы Второй мировой войны. Дата сдачи здания Харьковского вокзала 2 ноября 1952 год. Снимок датирован 1951 годом. Следует полагать, что снят вокзал, в котором ведутся отделочные работы. А это снимок 1958 года. Обращает на себя внимание обширный цветничок возле здания и местоположение билетных касс. Дата этого снимка мне неизвестна. Неизвестно и точное местоположение композиции вождей, которая, как следует из последней картинки, перекочевала сюда из парка Горького. Здание управления Южных железных дорог, 1920 год. А это также здание управления Южных железных дорог, только 1943 год. Строительство Госпрома. А это фото разрушенной электростанции на улице Кузнечной во время Второй мировой войны. Трамвай-электровоз, который служил после войны долгие годы до 1970-х годов, обслуживая кондитерскую фабрику на Чеботарской. Наводнение на Кузнечной улице. Фото ориентировочно 1901 года.
А вот это достаточно интересная открытка начала века. Справа на переднем плане старый пассаж. Ниже его, по ту сторону Клочковской, большая московская гостиница. Слева угол здания Московского ряда. Рядом с Благовещенским собором, построенным в 1901 году, еще не разобранная старая Благовещенская церковь. А этот снимок 1941-1943 годов. Справа на переднем плане дом Красной Армии имени Ворошилова. На его месте сейчас сквер с бывшим вечным огнем. Под ним Николаевский ряд, еще ниже, ближе к реке, Московский ряд. Справа на заднем плане старый пассаж, а слева виден разрушенный мост, бывший купеческий мост, ведущий к Благовещенскому собору. Снято между 1890 и 1900 годами. Обратите внимание, какая полноводная лопань была в те времена. А это красивейшая и величественная Дмитриевская церковь. Эта церковь находилась на Полтавском шляхе в квартале между Дмитриевской и Жандармской, ныне улица Малиновского. При Советском Союзе ее изуродовали и переделали под кинотеатр «Спорт». Помните, было такое заведение? Немного фото города Харькова времен Второй мировой войны. Харьковский политехнический институт. А это очень редкое фото. Лично я его вижу впервые. Но обратите внимание на дом за трамваем. Знаете, что там сейчас? Торговый центр Никольский. На фото знаменитое здание на площади Розы Люксембург, ныне Павловская площадь, по проекту архитектора Ржепишевского. Также редкая найденная фотография его каркаса примерно 1913 года, начала 20 века. А на этом фото архитектор Алексей Николаевич Бекетов строителями на стройке Земельного банка, ныне автотехникум на площади Конституции. Николаевская церковь, если не ошибаюсь, то это 1920 год. Центр города. Теперь на месте данной церкви находится станция метро. В 1930 году церковь была взорвана. Давайте посмотрим еще немного интересных фото старого исторического города Харькова.
На фото Николаевский ряд, построенный в 1890 году по проекту архитектора Шпигеля на месте сгоревшего Сергиевского ряда. В 1898 году вдоль берега реки Лопань построили ряд каменных магазинов и часовню по проектам академика архитектуры Бекетова. На фотографии 1948 год. Вид на соборный спуск, тогда Халтурина. Руины бывшего пассажа, уничтоженного во Вторую мировую войну, где на месте его соборный сквер. Троллейбус МТБ-82 поворачивает на Купеческий мост по пути на вокзал. А эта ротонда стояла напротив сквера Победы. Зеркальная струя, как один из входов на одну из аллей сада Шевченко. Эта аллея от ротонды вела к Большому каскаду. Ротонду снесли в 1970 году для подготовки строительства Хатоба. Знаменитая зеркальная струя где-то в 1950-х годах. Здание АТС на углу улицы Иванова, ныне улица Свободы, и Дзержинского, ныне Мироносецкая. Год примерно 1930-32. Уникальные фото террасного сквера с видом на строящуюся Сталинку. Сначала сквер назывался 8-й годовщиной освобождения Харькова. Террасный сквер, или еще одно название Покровский сквер, является одной из достопримечательностей города Харькова. Он расположен на спуске Соборном, примыкающем к улице Университетской с западной стороны. Известный всем харьковчанам сквер с фонтаном и каскадом был заложен в 1951 году. Ранее здесь находилось здание «Старый пассаж», которое было разрушено во времена Второй мировой войны. Сквер возвели за 2 года. Здесь сделали каскад фонтанов, дорожки, разбили цветники, посадили кусты и деревья. К сожалению, в одном выпуске все охватить невозможно, и посмотреть все фото старого исторического Харькова не представляется возможным. Поэтому, если это видео и эта тема будет интересна зрителям канала, мы обязательно продолжим в наших следующих видеороликах. С вами был Алекс Моторный. До новых встреч!